Дети укрепляют брак, спорить с этим бесполезно. Но нередко, сами того не подозревая и, конечно, не желая, дети становятся предметом торга и шантажа в хитросплетениях родительских отношений. Это грустно, но такова правда жизни. Когда ставки высоки, дети порой главный козырь, который родители увлеченно пускают в ход. Особенно, если есть что делить, не в плоскости духовной, а в плоскости материальной. К чему это я? Сейчас увидите. В хронике измен обратилась Ольга. Она подозревает в измене мужа Игоря, который младше нее. Когда они познакомились, Игорь долго и красиво ухаживал за Ольгой, хотя у нее были подозрения, что он с ней из-за денег, ведь она успешная бизнес-леди. Да и отношения у меня были до Игоря, которые закончились не очень хорошо. Мужчина ушел к более молодой девушке. Для меня это было очень травматично, я перестала доверять мужчинам. И Игорь как-то сумел меня влюбить в себя и переубедить. Он действительно окружил меня таким вниманием, заботой. Я почувствовала себя женщиной и захотела создать свою семью. Он очень красивый родительный ребенок. Игорь был так настойчив и галантен в своих ухаживаниях, что сомнения в корысти у Ольги в какой-то момент растворились. Сам Игорь из небогатой семьи. Свадьба состоялась 3 года назад. Сейчас у них есть маленькая дочь Даша. Ольга приобрела своему мужу небольшой бизнес – кальянную. В последнее время она часто не может дозвониться мужу. Тот говорит, что в кальянной плохо ловит телефон, хотя она проверяла, связь там нормальная. А недавно, когда Игорь был в ванной, увидела переписку интимного характера с какой-то девушкой, номер которой был забит в телефоне как 1122 вместо имени. Ольга просит узнать, что же происходит. Детективы устанавливают наблюдение за Игорем. Он выходит из дома и направляется на работу. Игорь заходит к себе на работу в кальянную. Детектив отправляется в заведение под видом посетителя. Внутри удается установить камеру. Теперь все, что происходит, видят детективы. Игорь работает в своей кальянной, общается с сотрудниками, раздает какие-то указания. Потом садится с компьютером за столик и что-то делает. В какой-то момент к Игорю приходит девушка, не сотрудница. Немного поболтав, они уходят в другой зал. Там камеры нет. Детектив идет в заведение, чтобы проследить, куда они пошли.
но внутри кальянной не получается найти Игоря и девушку. Детективы принимают решение показать Ольге эту встречу. Добрый день, присаживайтесь. Здравствуйте. Оля, у нас для вас есть видео Да. из кальянной. Игорь там общался с некой девушкой. Давайте посмотрим, а потом обсудим. Я включу вам сейчас на телефоне. Хорошо? Готовы? Да. Включаю. Что? Вы узнаете ее? Да. А кто это? Это же Дина. Кто такая Дина? Боже, как это? Это же суррогатная мать нашего ребенка. Подождите, то есть мы просто были не в курсе. Вы воспользовались услугами, да, суррогатной матери? Ну, да, конечно. Врачи мне запрещали. Чтобы выносить Мы дочь. заключили контракт с этой женщиной. Угу. А по контракту она не может лезть в нашу семью. А, то есть они не должны общаться вообще? Конечно, ни с ним, ни с ребенком. И вы Боже. были не в курсе об их общении? Конечно, нет. Я понимаю. Хорошо. Главное, вы что- сейчас лишнего. Это он с ней спит? Нет, получается? подождите. Факта измены не зафиксировано. Вам сейчас еще не о чем переживать. Смотрите, они удалились куда-то в кальянной. Скажите, есть ли там какое-то помещение? Оль, у вас все в порядке? Оль. Сейчас. Да. Подождите, вы не накручивайте себя, еще ничего не произошло. Это Там было и- просто общение, но потом они куда-то ушли. Скажите, вот куда они могли деться? Там внутри? есть вип-зал. Есть вип-зал, некая комната, которую можно, Да, наверное... ключи только у него есть. Может быть, эту комнату можно заказать? Это как если компания хочет уединиться, да? Что-то Да, такое? можно, конечно. Можно позвонить и заказать. Хорошо, тогда вы не переживайте, мы еще все выясним. Вы сейчас себя не накручиваете, ни в коем случае. Он просто с ней поговорил. Мы не знаем о чем, да? То есть, ну, может быть, мало ли что она от него хочет. Может быть, она хочет увидеть ребенка, а он вам не сказал, чтобы вас от этих новостей оградить, Нужно потому что выяснить. это стресс. Ну, очень важно. Да, разные же бывают истории с такими суррогатными в суррогатном материнстве, я имею в виду. Многие мамы потом хотят этих детей как-то видеть, навещать или вообще забрать себе. Оль, Это очень плохо. Оль, смотрите, плохого еще ничего не произошло. Давайте мы продолжим наблюдение. Давайте вы успокоитесь, не будете Хорошо. думать лишнего. Хорошо, что вы ее узнали, теперь нам понятна более-менее ситуация. Мы будем продолжать наблюдение. И как только нам что-то станет понятно, конечно же, мы с вами свяжемся, вы к нам приедете, и мы будем вместе решать, что делать дальше. Но сейчас вы, во-первых, себя не выдавайте, потому что он может заметить, да, что вы нервничаете, и не задавайте ему никаких вопросов. И ни в коем случае не вспоминайте ее, потому что он же думает, что вы не в курсе. Хорошо. Детективы под видом посетителей звонят в кальянную и бронируют отдельный кабинет. В кабинете устанавливаются камеры. Вы часто спрашиваете меня, какими видеокамерами я пользуюсь. Друзья, вам для ваших целей не нужно профессиональное оборудование по двум причинам. Во-первых, оно сложное, во-вторых, оно дорогое. Если вы хотите быть в курсе того, что происходит у вас дома, когда вас там нет, просто купите себе Wi-Fi камеру и получайте с нее изображение прямо на смартфон. На данный момент это самый простой способ контроля того, что происходит у вас дома. Вы можете посмотреть, чем занят сейчас домашний питомец, или правильно ли выполняет свои обязанности няня, ну или не пришел ли кто нежелательный в то время, пока вы на работе. Я уже нашел для вас неплохой вариант. Это маленькая беспроводная Wi-Fi камера с разрешением HD, которая сейчас как раз идет со скидкой. Разобраться, как она работает, очень просто. Вы вешаете ее на свой домашний интернет, и она вам, ваш смартфон, все это дело транслирует. Видео идет в реальном времени, и вы в этот момент можете находиться где угодно, хоть даже в другой стране. Кроме того, у камеры есть датчик движения, то есть, когда в вашей квартире начинается какое-то шевеление, она посылает вам сигнал на смартфон. Настоящая охранная система.
Если заинтересовало, ссылку на камеру вы найдете в описании к этому видео. Проходит 2 дня, ничего подозрительного не произошло, но на 3-й день в кальянной снова появляется Дина. Внутри она встречается с Игорем, они целуются. Позже они отправляются в отдельный кабинет. Наконец-то уединились. Ну что, как вам твоя старуха поживает? Да нормально вроде. Нормально? Вот когда ты от нее уйдешь уже ко мне? Ну потерпи немножко. Сколько? Ну, блин, месяц. Неужели так сложно месяц подождать? Ну, мне кажется, так долго. Это всего лишь 30 дней. 4 недели. А ты кальянку продашь свою? Конечно. Нужно договорить. И уедем на Майами. На Майами. Ой, так кальянчика хочется. Очень А хочу зачем кальян. тебе? Ну, в моем-то положении, конечно. А, точно. Что значит точно? Я забыл, прости. Какой срок у тебя? Ой, сейчас скажу. 2, почти 2. Уже. Они сказали мальчик, девочка. Ты еще рано, ты чего? А, Подожди. это я, получается, буду дважды отец, да? Получается, что так. И Как? от одной и той же. Терпи немножко. 30 дней. Ну смотря что. Чего ждать можно? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Кое-чего мне все-таки ждать не хочется. Что, прям здесь? Почему нет? У нас дверь не закрывается. У нас замка тут нет. Мне крышу сносит просто. Алло. Ольга, здравствуйте, это Григорий. Здравствуйте, Григорий. Вы знаете, есть информация для вас, хотелось бы увидеться, вы можете сейчас подъехать? Да, конечно. Могу. Куда нужно? Смотрите, мы находимся в торговом центре неподалеку от кальянной. Я сейчас вам сброшу точный адрес, и мы на парковочном месте 127 находимся. Хорошо, через 15 минут буду. Договорились, до встречи, ждем вас. Хорошо. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Ну Хорошо, что? быстро приехали. Смотрите, новости невеселые.
что-то удалось выяснить всё-таки. Да, к сожалению, зафиксирован факт измены. Игорь вам изменяет. Если хотите, если готовы, можем показать видео измены. Будем смотреть? Конечно. Хорошо, смотрим. Ну, это тот самый ВИП в кальянной, о котором Понятно. мы вас тогда расспрашивали. И та самая Дина. Дина. Да. К сожалению, ваши опасения подтвердились, и между ними существует вот такая связь. Как вам твоя старуха поживает? Да нормально вроде. Но есть еще одно обстоятельство. Какой же? Дело в том, что Дина беременна снова от Игоря. Замечательно. Да, и Какая это же стало я известно дура. не сегодня, то есть они оба в курсе. Ой, я доверяла этому человеку. И Это Дина просто надеется, кошмар. да, дело в том, что Дина надеется на то, что Игорь все сделает для нее, в том числе продаст ваш бизнес и обеспечит Мгм. ее таким образом. Ну, этого ей не удастся. Они сейчас вместе, да? Да, вы достаточно быстро приехали, они все еще там. Поэтому я не Я знаю, думаю, что нужно будем делать. их навестить и указать им их место. Хорошо, но вы извините, что вот так получилось. Вы хотите, чтобы мы с вами пошли, наверное? Мы Да, вас да, поддержим, да. Вы запротоколируйте это все. Это мне все понадобится в суде, я думаю. Я вас поняла. Хорошо, тогда можем идти. Мы будем с вами. Хорошо, идемте. Идемте. Где они? Вот здесь, вот в этой комнате. Здесь? Да. Вы кто? Кто такие? Игорь, что происходит? Что это? Убери людей, убери людей, давай поговорим. Поймалась связь у тебя, да? Что происходит? Что вы тут делаете? Убери Я людей. смотрю, не ебаные вы планы тут понастроили. Успокойся. Что она Ты здесь не так делает? все понимаешь. Что эта сука тут делает? У нее имя есть, она не сука. Давай поговорим. Я знаю. Давай уберем людей, поговорим. Что за камеры, не поняла? Мы поговорим при людях. Рассказывай, Нет, я не хочу при них. Пускай уйдут. что она тут делает. А что ты хотела? Первый ребенок мой, второй тоже мой. Я беременна, так что все нормально, да? Да ты что? А И ты, деньги ты думаешь, взяла? у тебя деньги есть, тебе все можно? Да, конечно. Это и Оля, не мужика, трогай. и мужика моего, и детей хочешь Да, забрать? конечно, все мое, все заберу. Так что Себе, Пальцы красавица. Оля, не трогай. Было, что у тебя контракт! Встретимся в суде! Уберись. Давай увидим людей, поговорим нормально. Что ты как истеричка? Давай, любимый мой, поговорим. Объясняй. Уведи людей, давай сядем, поговорим. При людях говори. Это доказательства будут в суде. Какое? Так, значит, я тебе сейчас все объясню. Забираешь свои манатки и уходишь из квартиры и из кальянной. Ты, наверное, решил, что это твой бизнес, да, Конечно. дорогой мой? А ты видел, что ты подписывал? Ты просто наемный рабочий тут. Бизнес этот мой. Тебе ничего не светит. Так что давай, вали со своей сучкой. Сучка, это ты, получается. Это тебе за старуху. Кури бамбук, собака. Спасибо, ребята, вам большое. Вы не жалеете, что узнали правду? Скажите. Хорошо, что это дальше не продлилось. Я вовремя узнала. Спасибо вам большое. Вы точно не Неизвестно, знаете? до чего они могли бы дойти. Как вы теперь оградите свою дочь, скажите мне? Ну как? Закон на моей стороне. У меня есть контракт, который она подписала. Она не имеет права подходить к моей семье. И его я засужу тоже. Ольга развелась с Игорем, дочь осталась с ней. Игорь видит ребенка по выходным. Он женился на Дине, они ждут ребенка.
Схитрить, получить больше других, пойти на обман и искажение фактов. Все это в человеческой природе. К вопросу измен это тоже относится. Просто кто-то может все эти пороки в себе гасить, оставаясь нормальным человеком. А кому-то это не дано. И значит, нас ждут новые расследования. Увидимся.